Заклинатель змей – одна из самых необычных, опасных и древних профессий в Индии. Однако искусство этого ремесла зародилось еще в Древнем Египте. Кобры служили символом королевского достоинства, и их изображения венчали тиары на египетских статуях. Согласно преданию, змеей Клеопатры была именно кобра, а волшебники фараонов могли превращать этих змей в жезл. По легенде, им удавалось сжимать голову кобры настолько, что ее мозг оказывался поражен, и рептилия словно каменела. Популярность профессии заклинателя змей возродилась в 20 веке и стала широко использоваться для привлечения туристов в Индию. Однако многие путешественники утверждают, что самые опытные охотники и дрессировщики кобр живут именно в Египте. Там, на Нильских берегах, в пригородах Каира, можно увидеть представления гораздо более интересные и изощренные, чем те, что устраиваются в Индии. Впрочем, другие путешественники рассказывали, что остались довольны шоу и в Индии. Наверное, здесь все дело во вкусе. Известно, что у змей, включая кобр, очень слабый слух. Однако они реагируют на высокую по тональности музыку флейты. Определенные вибрации воздуха передаются через кожу или кончики ребер змеи. Поэтому игра на, так сказать, дудке скорее возбуждает кобру, нежели чарует ее. Раскрытый капюшон рептилии как раз свидетельствует об этом. Если внимательно присмотреться к движениям заклинателя, секрет его искусства может стать очевидным. Весь фокус заключается вовсе не во флейте. Змея выползает из корзины после легкого, почти незаметного удара по ней заклинателем. Качаясь в такт музыки, кобра следит за движениями человеческой руки, а вовсе не танцует. Продуманные жесты заклинателя управляют поведением змеи. Он медленно приближается, стараясь не встревожить рептилию. Заклинатель всегда внимательно смотрит ей в глаза, чтобы уловить момент, когда она попытается вцепиться в его руку. Если змея начинает беспокоиться, он кладет ее обратно в корзину и выбирает другую кобру. Иногда заклинатели, чтобы развлечь публику, показывают на своей руке 2 следа от укуса кобры, якобы укусившей их во время шоу. Затем они прикладывают к ним так называемый змеиный камень, средство, которое будто бы нейтрализует яд. На самом же деле эти 2 отметины были там еще до начала представления, а исцеление камнем – лишь красивая легенда. Ни один заклинатель змей не выращивает своих питомцев с рождения, ведь дрессировать змей попросту невозможно. Для представлений вылавливают уже взрослых особей, поскольку молодые кобры более агрессивны, тогда как зрелые нападают реже. Бывает, что заклинатель змей удаляет бедной кобре ядовитые зубы или даже зашивает ей рот обычной ниткой и иголкой. Если операция проведена умело, нитка остается прикрытой губными щитками. В таком случае кобра становится безобидной и беспомощной. Она может шипеть, высовывать язык, бросаться на людей, но укусить уже не в состоянии. К сожалению, после таких манипуляций змея живет недолго. Кстати, в представлениях участвуют не все кобры. Заклинатель выбирает только тех, что способны долго держать стойку и отличаются меньшей агрессивностью. Сегодня на Земле обитает около 30 видов кобр, которые расселились по всей Африке и Азии. Однако большинство людей знает лишь самые известные из них – королевскую кобру и индийскую, которую еще называют очковой. Обе эти змеи очень ядовиты. Но что интересно, в Индии королевская кобра довольно часто нападает на свою очковую родственницу. Одна выступает в роли охотника, а другая в роли жертвы. Королевская кобра, самая крупная ядовитая змея на нашей планете, способная вырастать до 5 метров в длину. Однако в среднем размеры взрослой особи не превышают 4 метров. Ареал этой королевы – преимущественно тропические леса различных типов в Южной и Юго-Восточной Азии. Королевская кобра активна в любое время суток. Она охотится на различных грызунов и птиц, но ее основная добыча – другие виды змей, включая и ядовитых. Очковая кобра
одна из самых узнаваемых змей Индии. На ее капюшоне виден темный рисунок, напоминающий очки. Отсюда и название. Она обитает в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Непале и Бангладеш. Часто встречается рядом с людьми на полях, в деревнях и возле водоемов. Также предпочитает сухие саванны, кустарники и сельскохозяйственные угодья. Яд очковой кобры – мощный нейротоксин, поражающий нервную систему и дыхательные функции. Без лечения укус может оказаться смертельным уже через несколько часов. Но очковая кобра не нападает первой. Она сперва поднимает капюшон, шипит и словно предупреждает «не подходи». И только если опасность не отступает, она атакует. Многие ошибочно считают, что королевская кобра – одна из самых ядовитых и опасных змей. На самом деле это не так. В мире существует множество других, более опасных видов с гораздо более сильным ядом. Например, тайпан из Австралии или черная мамба из Африки. Разумеется, укус королевской кобры тоже крайне опасен и может быть смертелен не только для человека, но и для слона. Эта змея достаточно умна и регулирует расход своего яда при нападении. Например, при случайной встрече с человеком, который побеспокоил кобру, она чаще всего сначала обороняется, расправляет капюшон, шипит, покачивается и может сделать предупредительный укус без впрыска яда. Такой сухой укус позволяет змее сохранить ценное оружие для добычи, ведь яд необходим ей прежде всего для охоты, а тратить его зря нежелательно. Но если разойтись мирно не удается, кобра использует весь свой арсенал, и тогда укус может оказаться смертельным. Ученые утверждают, что при встрече с королевской коброй лучше спокойно присесть, чтобы оказаться на уровне ее глаз. Не стоит делать резких движений, наоборот, следует сохранять спокойствие и смотреть на рептилию без выраженной реакции. В этом случае змея не почувствует угрозы и спустя некоторое время уползет по своим делам. Еще один любопытный факт – королевская кобра не пляшет под дудку заклинателя змей. На то она и королевская. Друзья, если вам понравилось видео, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Это помогает выпускать новые интересные материалы. Спасибо за внимание и до новых встреч!